Хюррем Султан – наложница, законная жена султана Сулеймана. Происхождение и жизнь этой королевы Востока окутаны тайнами, домыслами и догадками. Казалось бы, такая популярная личность в истории Османской империи. Почему доподлинных исторических сведений о ней так мало? Я постаралась для вас, дорогие мои, найти самое-самое у уважаемых историков Турции, у тех, кто буквально своими ручками откапывал все факты о Хюррем в документах архива Топкапы и Венеции. По традиции, друзья, прошу вас поставить авансом лайк этому ролику, а по итогам его просмотра оставить пусть самый маленький комментарий. Вам это сделать совсем несложно, но вы тем самым мне очень помогаете. Заранее спасибо добрым людям. Факт первый. Хюррем была матерью 6 детей. Большинство современников описывали Хюррем Султан как рыжеволосую, зеленоглазую, с белой кожей девушку. Попав в плен еще во времена султана Селима Грозного, впоследствии была подарена Шахзаде Сулейману то ли его матерью Хавсой, то ли его другом Ибрагимом. Доподлинно известно, что Хюррем родила султану 6 детей. Вот очередность их рождения: Мехмед, Мехримах, Абдулла, Селим, Баязид, Джихангир. Факт второй. Хюррем не хотела выходить замуж за Сулеймана. Вы не поверите, но Хюррем действительно поставила Сулейману условия и не сразу согласилась стать его женой. Как только она попала в гарем Сулеймана, а туда она попала уже после того, как прошла обучение в гареме то ли султана Селима, то ли в гареме крымского хана, что до конца не ясно, она была отправлена Сулейману на хальвет. Он сразу в нее влюбился. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Ведь дальнейшие события закрутились настолько стремительно, что трудно эту историческую нить отследить. Предполагается, что в 1520 году, как только Сулейман стал султаном, был зачат Шахзаде Мехмед. И надо отметить, что это был самый любимый ребенок Сулеймана, не Мустафу, он хотел после себя усадить на трон, а именно первого ребенка Хюррем Мехмеда. Итак, Сулейман делает предложение Хюррем, а та ему в ответ отказывает. Говорит, что раба твоя собственность, а я бы хотела, чтобы в семье мы были равными. Представляете, каково это? Вот. Хюррем согласилась стать законной женой только в том случае, если Сулейман даст ей свободу. И он освободил ее из рабства. Сулейман и Хюррем стали законными мужем и женой. Факт третий. Хюррем – разведчица султана. Мы знаем, что из 46 лет своего правления Сулейман провел верхом на лошади 11 лет. Все это время он участвовал в своих военных кампаниях. Иногда поход султана затягивался, а ему было важно знать, что в это время происходит во дворце. Вот тогда-то и случилась эта крепкая связь между ним и Хюррем, так как именно Хасеки за всем следила. От острого зрения султанши не могли утаиться ни внутридворцовые дела, ни дела в Стамбуле. Хюррем тщательно все записывала и аккуратно передавала Сулейману на войну. Султан поощрял султаншу, ценил ее разведывательные качества и благодарил дорогими подарками, когда возвращался в Топкапы. Думаю, с тех пор Хюррем и стала активно влазить в государственные дела. И это было не ее решение, а скорее необходимость, продиктованная обстоятельствами. Факт четвертый. Мустафа был главной угрозой для Хюррем. Конечно, мы все уже знаем о злосчастном законе Фатиха. И даже большинство из нас уже соглашаются с тем, что если бы Мустафа стал султаном, то казнил бы всех сыновей Хюррем. Так почему же некоторые из нас так сокрушаются о том, что Хюррем сделала все для того, чтобы Сулейман казнил Мустафу?
Представьте себе такую ситуацию, что кто-то угрожает вашим детям казнью при определенных обстоятельствах. Но разве не возненавидите вы его? Вот. Так и Хюррем поставила во главу угла задачу по избавлению от Мустафы. Однако не все так гладко. Историки утверждают, что ни Хюррем, ни Мехримах не имели отношения к тому, чтобы Сулейман решил казнить своего сына. Хюррем сделала все, чтобы сослать Мустафу и Махидевран подальше от Стамбула. Но для этого ей не понадобилось подставлять Мустафу. Сулейман и так был на это согласен. История с печатью и Мехримах всего лишь выдумки сериала. Никто бы не разрешил дочери султана проделывать такой путь, да еще к кому, по сути, к своему врагу. Но Хюррем всегда ненавидела Мустафу, и да, она много плохого о нем султану наговорила. Но это и всего. Факт 5. Хюррем способствовала нарушению многих правил при дворе. Нет сомнений, что Хюррем – одна из самых известных женщин Османской империи. Она произвела впечатление на султана своей харизмой, весельем и незаурядностью. Ради своей возлюбленной, пожалуй, самый могущественный султан империи пошел на то, чтобы нарушить гаремный протокол и ряд других регламентов. Давайте здесь перечислим те правила, которые нарушили отношения Сулеймана и Хюррем. Итак, он на ней женился, вопреки традициям и правилам. Она родила ему несколько шахзаде, хотя в традицию входило правило «один сын, одна наложница». Хюррем была допущена почти ко всем государственным делам, что просто немыслимо для протокола династии. Сулейман освободил свою наложницу прежде, чем сделать своей женой. Невероятно, рабыня поставила условия султану. Она не отправилась в Санджак вслед за сыном. Про это правило мы хорошо все знаем. Мать Шахзаде была обязана отправиться в Санджак вслед за сыном, что, кстати, Махидевран и сделала. Но Сулейман так сильно скучал по своей Хюррем, что разрешил ей оставаться во дворце. Безумие! Гарем переехал в Топкапы. Вы знали, дорогие мои, что все это время гарем находился в Старом дворце, а Сулейман туда наведывался. Все свои дела султан вел в Топкапы, в котором как такового гарема даже не было. И вот по движению пальцев одной руки гарем сгорел. И тогда, по желанию Хасики, Мимар Синан начал строительство гарема в стенах Топкапы. Другими словами, Сулейман построил гарем в Топкапы, потому как Хюррем этого сильно хотела. Фантастика! Дорогие мои, еще отвлеку вас на 2 слова. У нас есть телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. Я с удовольствием вас там жду. Заходите, пообщаемся в комментариях. Все ссылки вы найдете в описании. Факт 6. Хюррем исполняла функции валиде султан. Действительно, после того, как умерла Айше Хафса, мать Сулеймана, бразды правления гаремом перешли к Хюррем. Это тоже было против правил, однако султан сделал этот шаг. И, как уверяют историки, совсем не зря. Хюррем разработала свой собственный протокол гарема, которым пользовались до конца существования Османской империи. Но это не все. Сулейман настолько доверял своей Хасики, что фактически в его отсутствие она имела равное с ним положение. Факт 7. Между Сулейманом и Хюррем была невероятная любовь. Тот факт, что оба человека друг друга безумно любили, зафиксирован в истории письмами, которые возлюбленные писали, находясь в разлуке. Сулейман в каждом письме писал, насколько сильно он любит Хюррем, называя ее свет в окне, свет очей моих. О боже, друзья, он вкладывал в письма к Хюррем выстриженные клочки своей бороды, чтобы хоть эта часть оказалась рядом с ней. Хюррем же виновато смущалась и называла себя недостойной и уродливой наложницей, тем самым давая Сулейману понять, как она его боготворит. Ну что же, друзья, эти 7 фактов о Хюррем не все и не главные, но мне бы хотелось еще раз вспомнить именно о них. А чем запомнились отношения Хюррем и Сулеймана вам? Напишите в комментариях. Всем пока, вас обняла
Оливия.